Дорогие рукодельницы, любители творчества, приветствую вас на канале Колыбель искусства, с вами Мирослава. Мы продолжаем тему переделок. Вот мы будем делать такой поднос, совершенно обычный, я его приобрела в Fix Price, он недорогой. На эту работу меня вдохновили жостовские подносы, и мы будем делать в этом стиле, да, поднос непосредственно, но совершенно в другой технике. Я думаю, вам будет интересно и познавательно. Сегодня для работы вам понадобится непосредственно поднос. Я его приобрела в Fix Price, он недорогой и очень удобен в переделках. Декупажные карты, кисточки, грунт, лак, акриловые краски. Как всегда, весь полный перечень материалов, которые мы будем использовать, будет ниже под видео, будьте внимательны. Итак, в первом этапе мы, естественно, будем наносить грунт. Грунт мы будем использовать в основном сегодня черный, прям черный, и немного светлого. Итак, приступим. Берем кисточку. Кисточку всегда старайтесь держать в воде, она должна быть влажная, мягкая, поэтому прям заранее ее надо замочить. Берем черный грунт, тряпочку. Начнем с донышка. Грунт универсальный, он ложится на любую поверхность, ее не надо предварительно ничего с ней делать, не зачищать, не подготавливать каким-либо образом, просто наносим грунт. Ну, сюда нанесли, сейчас я подсушу и продолжим в середине. Итак, я покрыла в 2 слоя грунт, я нанесла в 2 слоя грунт на боковины и дно. Теперь мы переходим в середину подноса, тоже будем покрывать черным грунтом все боковинки. Белый грунт мы будем использовать непосредственно под мотив, поэтому вы должны определиться с картинкой. В самом начале я вырезала цветочные элементы из вот такой карты. Тоже очень удобно. Видите, можно подобрать себе различные цветы, элементы, какие вам понадобятся для работы. Я выбрала такие. Значит, что мы делаем? Мы выкладываем цветы так, как мы будем их клеить, да? Делаем, ну, хотя бы приблизительно. Так, и нам надо сделать отметки, где мы будем наносить черный грунт, где у нас останется для белого. Ну, просто вот хотя бы приблизительно, да, чтобы было понятно. Ну, вот как-то так. Мы потом все равно будем подрисовывать, поэтому приблизительно, да, место оставляем для белого и для черного. Приступаем. Берем снова черный грунт. Будем покрывать также в 2 слоя
потому что, ну, чтобы обезопасить, во-первых, да, хорошо перекрыть все моменты на подносе, и нам нужен очень глубокий, плотный цвет, поэтому 2 слоя. Не забывайте мочить кисточку, она всегда должна быть влажной, сухой не работайте. Так, первый слой нанесен. Сейчас сушим и наносим второй слой грунта. Я нанесла грунт 2 слоя, черный и белый. Хорошо это все высушила. И сейчас я буду проходиться мелкозернистой наждачной бумагой по всей поверхности, чтобы выровнять ее. Где-то вдруг есть какие-то, может быть, незначительные крошки или от кисточки остались следы. В общем, это все выравниваем и подготавливаем поверхность уже к финишному покрытию акриловыми красками. Итак, поверхность полностью подготовлена, она гладенькая, и сейчас можно наносить финишное покрытие акриловой краской, тоже черного цвета. Берем краску. Смотрите, мы будем покрывать только внешнюю сторону подноса, а внутреннюю мы покроем после того, как наклеим декупажную карту. Почему? Потому что мы будем подрисовывать и заодно будем покрывать дно. Боковушки мы покроем сейчас, а дно уже будем покрывать в процессе подрисовки. Всю поверхность мы покрыли краской. Таким же образом мы покроем бортики в середине. И все надо хорошо просушить. Итак, краска у нас хорошо высохла. Мы покрыли все финишной краской. И после высыхания мы клеим картинку непосредственно на поднос, в середину. Все как обычно. Наносим клей. Увлажняем картинку саму и собираем композицию непосредственно на поверхности.
Убираем лишнюю влагу. С обратной стороны тоже карта плотненькая, поэтому надо хорошо уложить. Так, сейчас будем наносить клей там, где его недостаточно. Картинка нанесена, приклеена, и сейчас мы должны дать ей высохнуть. Итак, картинка высохла, клей высох, точнее, и мы сейчас будем закрывать все белые моменты, да, на подносе с помощью черной краски. Мы потом еще будем делать кое-что, украшать уже поднос. Сейчас задача закрыть все белое. Аккуратно, кисточкой, не бойтесь. Даже если вы зайдете чуть-чуть на картинку, ничего страшного нет. Итак, все белые моменты мы закрыли на поверхности, и сейчас мы добавим в черную краску немного затирки для кракелюра золотого цвета и украсим само дно вокруг рисунка. Вот такая затирочка есть, металлизированная такая пыль, если кто не знает. Немного. Немножко добавляем. Смешиваем. Этот способ, он даст поверхности такое сияние, перламутр немного украсит, выделит рисунок. Поэтому если вас не раздражает, например, дополнительный блеск, или, пожалуйста, можете воспользоваться таким образом, таким способом. И это мы будем делать с помощью губки. И вот даже можно немножко зайти на рисунок. Еле-еле дотрагиваясь. Так вот растянуть немножко цвет
что он уже сразу заиграет таким приятным золотым оттенком. Мы покрыли всю поверхность, да, закрыли все пробелы. И сейчас будем покрывать лаком. Высушим хорошенько и будем покрывать лаком. Вся поверхность высохла, и сейчас я буду покрывать обе стороны лаком. Лак я использую глянцевый. Так, лак нанесен и высох. Мы сегодня не будем покрывать много раз, да, лаком, не буду я на это тратить время. Но дома, конечно, в домашних условиях, когда вы будете делать это все, конечно, лучше несколько раз покрыть лаком, да, хорошо просушить, не торопиться, не надо использовать в домашних условиях фен, запомните, лучше все. Дайте возможность всем этапам высохнуть в естественных условиях. Потратьте на это время, вы не пожалеете. Завершаем работу, покрываем по талию кантик подноса, чтобы работа казалась законченной. Так, поталь сболтать надо перед тем, как работать. Сегодня на уроке мы сделали с вами поднос. Надеюсь, вам было со мной интересно. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии. Впереди вас ждет много интересного. Давайте творить вместе.